Hey Dop, just before your flight with my Rapidos, can you say some words about Fluid 2? Especially for the beginner pilots, what do you think about it? If you want to fly a Fluid 2, you need to have giant big balls. Metal one. Really metal one, like steel balls, okay? Okay. Be prepared for that. Okay, thank you, man. Так, начнем с небольшой распаковки Fluid 2 от Джин. Вот он такой в кастомных у нас расцветках клевых. Очень эллиптичный, очень вытянутый. Супер high performance крыло, как все говорят. Начнем с лба. Собственно, дырки сопла. Размер, возможно, чуть-чуть потоньше, чем у Рапидоса. Где-то такой же, как у РС, наверное, лоб. Направлены они вниз. Обтекаемые такие интересные жесткости. Уходит аж вон на сантиметров 15-20 внутрь по периметру, чтобы держать. Вот они такие жесткие, их как бы вот ломать точно не стоит, когда пакуете. Тут еще полно косых нервюр. Но не в каждой секции, через одну они идут. Этим они компенсируют количество строп и сохраняют такой же жесткий профиль. В принципе, прикольное решение, но, наверное, только у Джина такое есть решение. Обычно просто сфигачат много строп, а здесь они вот через одну идут, здесь нету, и опять пошло. Точек крепления 4. А, Б, С, Д и клеванты. Как бы стандартная конструкция, от нее уже потихоньку, правда, уходят другие бренды. Наверное, тоже, опять же, чтобы сократить сопротивление. На хвосте такие же приятные штучки, как на Рапидосе, для уменьшения количества клевант, ну, строп, клеванты. Вот она так стягивает хвост, укорачивает в момент загрузки. Это довольно эффективно для подушки, для всего, для управления. Вот стропы очень тонкие, тоньше, чем на РС-ке, вот эти крайние, точно тоньше, чем на Рапидосе. Но мне кажется, их порвать можно легко, особенно лыжами. Ну, не факт, так как потом они сами в себя, да, продеты, что ли, и прошиты. Дальше свободные концы. Тут все хитро очень. Здесь система. Во-первых, опять эти резинки, которые, я не знаю, так никто мне не сказал, зачем они нужны. Все их отрезают нафиг, но тут пока они еще есть, пока живы. Ладно, тоже с ними слетим, сейчас попробуем, потом отрежем. Так, трехрядная обычная система концов. Приятные пластиковые удержатели рапидов. Это очень полезная штука, чтобы они не переворачивались вот так, как на Миражах или Рапидосах они любят делать. Вот. Клеванта крутая. Реально крутая, очень удобная. Прям на руку так ложится классно. Дальше. Вот, но хитрость состоит здесь основная в системе триммера. Он идет через блок. Тут как бы дополнительный блок. Вы его, наверное, сейчас видите. На просвет он такой вот. И очень потом длинная сопля вот эта вылазит, когда если полностью затянуть. И многие люди жалуются, что она потом может обхватить вокруг всю систему свободных концов, и в полете нужно будет выковыривать, но, в общем, может привести к осложнениям. Вот. Здесь есть такая сшивка небольшая. Это предкрайнее положение, для старта его используют. Но можно затянуть еще больше при желании. Вот. Ну и полностью отпущенный, он очень такой длинный ход у него получается. Хотя вот с таким блоком он не такой уж и длинный, обычный, я бы сказал, ход. Посмотрим, как с этим работать можно в воздухе. И насколько это страшно, что вот меня предупреждали, что она может обвернуться. Думаю, ерунда. Надо просто внимательно смотреть и не делать это на ощупь, может. Вот. Ну, на клемантах эти прикольные шарики для управления. Не знаю, ни разу не пробовал. Сейчас попробуем. Вот первые слеты будут. Расскажу про эти шарики тоже. Держатели клевант классные, без колесика. Просто приятная, гладенькая хреновинка, как на РС-ке. Мне кажется, это экономит вес. Она не поскрипывает над ухом. Клевая, мне нравится. Что еще? В принципе, пока это, наверное, все. Будем одеваться. Немножко пару запусков пробных сделаем. Вот, и будет видно, как он наполняется, летает и все остальное. There was a
Так, ну, получилось у меня полетать на Fluide 2 несколько дней, так плотненько, на размере 9,5. И еще раз я хочу сказать, что крыло очень агрессивное. Реально, наверное, одно из самых агрессивных на рынке сейчас спидиков. Вот. Так что оно только для high-performance пилотов. И, возможно, вам придется пожертвовать некоторыми своими хорошими стартами простыми, которые вам казались простыми, а теперь они станут сложными. Вот. И много-много работать в наземке, потому что на старте крыло легко очень свалить. Причем одинаково, что вперед, что назад. Вот. И много есть нюансов, которые нужно учитывать. К примеру, триммера в воздухе отдать довольно сложно. Нужно потренироваться очень хорошо, потому что легко можно один отдать, другой останется и создаст вам проблемы. Какие еще моменты я заметил? Крыло реально крутится на свободных концах, на задних, делает бочки очень легко, прям можно идти и одну за одной делать. Это, конечно, ни на одном из других крыльев, которые я пробовал, не получается так сделать легко. Есть также минусы. Крыло летит очень быстро, реагирует очень круто, но давление в крыле как бы не чувствуется, как будто бы оно недогружено. Возможно, на размере 8 там будет получше у меня казаться, но я сравниваю с РС-кой, с Рапидосом, давление не чувствуется. То есть и устойчивость в турбуленции, как бы, на мой взгляд, очень непредсказуемо. Были моменты, что она реально простреливает, сильно прям теряется натяжение строп, и оно как бы не хлопает, но руками чувствует, что там что-то не то. Вот также мне еще показалось, что оно очень сильно выпрыгивает на горку после какого-то разгона, поэтому надо контролировать. После этой горки, как бы, конечно, просадка следует сильно. Вот. Сказать, что это крыло какое-то плохое или еще что-то, я не могу. Реально очень крутое крыло, но только для high-performance пилотов. Так что тренируйтесь, и все будет классно. Увидимся, пока.